Привет всем! Это первое разговорное видео на моем канале, и как таковой темы в нем нет. Я бы просто хотела обсудить некоторые моменты, касающиеся самого канала. Давайте начнем. Поговорим о комментариях. Они бывают хорошими, они бывают плохими, ничего необычного. Но я бы хотела поговорить о том, как не стоит писать комментарии, если вы действительно увлечены творчеством человека. Если вы хейтер, то вас это естественно не касается, но рекомендую тоже быть поаккуратнее в своих выражениях. Итак, я буду оговаривать только то, с чем сама столкнулась, и освещать тему только на примере своих видео. Однако хочу, чтобы вы понимали, что это может относиться и к остальным авторам с видео любого формата. Мне очень приятно читать хорошие комментарии, где меня хвалят за проделанную работу, и также меня расстраивает хейт. Да-да, я не из тех, кому полностью плевать на мнение других, но плохие комментарии только испортят мое настроение, не более. Но есть еще один вид комментариев, который исходит не то чтобы от особо увлеченных, но хоть частично заинтересованных моим творчеством людей. Я бы назвала такие комментарии требованием. Вот, это что-то вроде этого. Может, меня посчитают слишком придирчивой, но знайте, что такие комментарии лично меня раздражают даже больше, чем хейт. Я трачу свое время на проработку множества аспектов, чтобы мои видео получились качественными. И я, наглая морда, хочу получить похвалу или конструктивную критику, интересные предложения и так далее. Также мне нужно время на отдых, работу над новой идеей и, что немаловажно, идеей, которая будет нравиться мне самой. Ведь на YouTube я пришла не для того, чтобы стелиться перед другими людьми, а ради того, чтобы получить возможность удовлетворить свои желания и заодно порадовать тех, с кем мы в этих желаниях сходимся. И когда мне в комментариях пишут «где прода» или «в следующей части должно быть то-то, то-то», я сильно раздражаюсь. Это выглядит так, как будто я обязана чем-то тем, кто это пишет. Но нет, обязана я только себе, своим друзьям, образы которых я взяла, и Ютубу в соблюдении правил. И то это уже отдельная тема. Возможно, я просто слишком резко отношусь к подобному, или же вы хотели написать это совсем в другом тоне, а я просто поняла все не так. Но имеем то, что имеем. Хочу заметить, что между такими комментариями и такими комментариями для меня есть существенная разница. Отношение ко мне как к автору и как к человеку тут разное. Пожалуйста, не пишите комментарии подобным образом. Возможно, просьба слишком наглая, но надеюсь на ваше понимание. Поговорим о частоте выхода видео, их качестве и субтитрах. Делать качественные реакции не так уж и легко, как может кому-то показаться. На это уходит много времени, много стараний и в моем случае много памяти на телефоне. Нужно собрать материал, отобрать самое важное, сделать ту его тучу скриншотов, при этом внимательно отслеживая реакцию каждого персонажа. Логично, что чем больше участников реакции, тем сложнее работа, которую придется проделать. Знаете, как становится дурно, когда понимаешь, что где-то в середине реакции забыл сменить персонажу выражение лица. А уже все, положение персонажей на экране уже было изменено, и мне приходится сидеть в выбесе и склеивать по несколько кадров, чтобы не возникало казусов. Помимо мимики, стоит задумываться и о том, что будут говорить персонажи. Согласитесь, неприятно, когда в реакции кто-то открывает рот, а вместо фразы появляется надпись «Я забыла» или «Я забыл, что персонаж должен говорить». Хотя этого я вообще не понимаю, ведь если для исправления выражения лица нужно иногда попотеть, то придумать новую фразу для персонажа не так уж и сложно. Ну, думаю, понятно, что я хотела донести. И нет, я не ною, я просто лью воду. Я просто рассказываю о том, с чем приходится сталкиваться гача-реакторам. Это как минимум поможет тем, кто заинтересован в создании своих реакций. И я говорю сейчас именно о новичках. Ну и конечно, нужно прилагать больше сил для того, чтобы качество видео на канале со временем становилось лучше. Касательно этого видео и следующей реакции, которая будет по 13 картам. Почти 2 недели мой телефон торчал в мастерской. Частично виновата я, частично одна наглая пушистая морда, которой вообще не стыдно. В любом случае, до выхода следующего видео пройдет еще какое-то время. Сообщаю тем, кто ждет One Piece систему и реакцию по альтер-странам, что они выйдут сразу же после 13 карт в том порядке, в котором я назвала. Нескольким людям я пообещала, что сделаю реакции по их просьбе, и от своих слов я не отказываюсь. Но я человек стихийный, поэтому несколько непредвиденных моментов вклинились в мой график. Отдельно хочу сообщить о планах на благословение небожителей. Я не особо хорошо знакома с этой новеллой, поэтому реакция задержится еще на месяца 2 точно.
Я займусь этим, как только закончу чтение. Субтитры. Не скажу, что делать их сложно, хотя смотря по обстоятельствам. Однако мне просто не хватает времени, чтобы сразу же сделать субтитры для видео. Изначально мой канал ориентирован на русскоязычную аудиторию, поскольку качественных реакций на русском языке не так уж и много. Я не хочу добавлять другие языки в само видео, чтобы не произошло захламление текстом. А то смотришь иногда реакцию, а там сразу 3 языка, и ты даже не знаешь, куда смотреть. Пока что на канале с субтитрами только одно видео помимо этого. Скоро я это исправлю, ну а пока попрошу сообщить, если качество субтитров слишком низкое, я постараюсь это исправить. И думаю, тему видео мы обсудили достаточно. Скажу честно, я и представить не могла, что такое количество подписчиков наберется так скоро, поэтому не успела подготовить ничего стоящего. Для начала я бы хотела поблагодарить всех, кто подписался и тем самым поддержал меня в моем начинании. Я бы хотела организовать конкурс, но боюсь, что мне просто нечего предложить вам в качестве призов. Возможно, я проведу Ask, однако если есть интересные идеи, вы можете поделиться ими в комментариях. Я читаю все, что вы мне пишете, поэтому не бойтесь, что я пройду мимо вашего предложения. Я обязательно прочитаю его и обдумаю. Что же, я думаю, что сказала все, что хотела. Простите мне мою не самую лучшую дикцию, я буду старательно работать над ее улучшением. Надеюсь, те, кто посмотрели это видео, сделали для себя какие-то выводы или узнали что-то новое. Если у вас есть вопросы, возражения, идеи, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр, всем хорошего времени суток.